Так, девочки, мальчики, привет. Девочки, да? Девочки, вам двойной привет, а мальчикам тройной, потому что я знаю, что вы меня смотрите, но поскольку я больше обращаюсь к девочкам, да, вы как-то не сильно отсвечиваете, но при этом я знаю, что вы смотрите меня. Так, окей. Одна из моих любимых тем, наконец-то, вообще, сейчас нейроветер просто оторвется и порадует свою душеньку, потому что я прям фанат, знаете, всяких разрешений, и ко мне даже когда наличные приходят, по большей части, вот там, очень часто люди приходят как на исповедь, знаете, потому что я вообще никогда никого не осуждаю. Вот у меня есть такое. Я вообще нейтрально отношусь. Я считаю просто, что у человека самого, знаете, свой этот ценз в голове. Ну, может, поэтому меня любят, что я всегда поддержу, даже, знаешь, вот человек бывает, что аж краснеет, да, там, боится о чем-то сказать. Мне даже не всегда нужно видеть лицо человека, чаще всего даже не нужно, потому что есть такой немножко момент исповеди, мне он очень нравится. И это про то, что очень часто я заканчиваю консультацию, да, фразой из серии: «А ты ко мне пришла, чтобы я тебе это разрешила?» Знаешь, такая просто выписываю разрешение. И флешмобы у нас, кстати, были, когда мы писали на зеркале помадой «Мне можно». Вот, мы тоже смеялись по этому поводу. Реально был флешмоб, и мне девчонки прям личку присылали, это «Мне можно». Я думаю, может быть, как раз в запрещенной сети все это запустить, да, опять «Мне можно». С тегом, чтобы меня там тегали. Так, давайте вот это не угоняйте мои идеи, потому что это именно нейроведенская идея про «Мне можно» и расклад на тему, что мне уже давно пора себе разрешить. Да? Без относительно отношений, там что-то денег. Короче, давайте так, вы можете смотреть свою конкретную сферу, но я вам так, знаете, общая, да, такую температуру по больничке, сниму там сливки, да, с вашего тортика, прям самый-самый первый слой, потому что расклад на одну позицию, вот то, что в воздухе витает, то, что вот уже, знаете, прям, да, вот, и это действительно царский подарок, королевский, я не знаю, императорский, богинский, потому что я сейчас на большую аудиторию буду давать вам разрешение, я не знаю, где вы еще такое найдете, вы сейчас выдохните, потому что для многих кажется, что это какой-то грех, вот, но я еще, знаете, что как хитрость сделаю, думаю, я вот этот вот сейчас сниму по лайту, да, мне можно. А потом я еще закрытый сниму на эту тему. Почему? Потому что я его буду на Монару снимать, а там, извините меня, у нас с вами разрешения будут сильно погорячее, да, относительно, возможно, нашей фантазии. Ну, поверьте, на Ютубе нельзя такое. На Ютубе, к сожалению, такое нельзя, а вот закрытых можно. Окей, так, ну все, давайте смотреть, что вам можно в открытом доступе. Что же вам можно уже сейчас? Что пора себе разрешить? Что пора себе разрешить? Что там в воздухе такое витает? Что ж я хочу себе разрешить? Прям такие, знаете, манифесты, декларации выписываю сегодня с тобой. Прописываю. Не можно. Знаете, мне кажется, что мы все когда-то достигаем определенного порога, когда мы такие: «А, мне можно». Вот то, что было нельзя, мне можно. А есть люди, знаете, которые постоянно переспрашивают «можно?». Ой, у меня такое тут было на днях. Я, значит, вломилась, в общем, в литературное сообщество. Ну, просто потому что, ну, у них, короче, офлайн чтение проходит, а я хочу попробовать там почитать. Притом я давно не писала, но я думаю, может, знаете, как я говорю, минус одно хобби. Ну, понятно, что там девочки там выкладывают стихотворения по большей части. Почему говорю девочки? Потому что, как правило, это вся поэзия, она на личной драме, да, наше вот это все. И это немножко покритиковала чуть-чуть, не злобно. Я могу злобно, но зачем мне это надо было? Просто я спросила, как бы, а критика можно? Мне сказали, можно. Ну, я там что-то написала, там, рифма, там что-то не такая. Вот. Ну, усложнить немножко нужно, вот. И, ну, потому что я, короче, имею на это право, я разбираюсь в этом всем. И, короче, на меня спустили всех собак. Оказывается, нельзя было, понимаете? Оказывается, нельзя было. И я просто встала такой в позицию, думаю, ну, что, думаете, меня сожрете, что ли, вообще, ребята, вообще? Где вы учились, я преподавала. И я прям выдержала, короче, наплыв этого всего. Вы токсичная, такая все. Потому что я решила, мне можно. Если вот я считаю, что что-то неправильно, я имею право это сказать. И вот мы сейчас смотрим, что же вам можно сейчас. Что вам можно сейчас? Рыцарь Пентаклей,
Карта смерти. Уйти с работы вам можно. Да, поменять ваш доход вам можно, поменять привычный образ жизни вам можно. Понимаете, уже пора себе это разрешить, да? Трансформировать свое отношение к жизни, трансформировать свое отношение к деньгам в частности, потому что рыцарь Пентаклей. И вам можно ускориться, потому что рыцарь Пентаклей карта достаточно медленная. Сейчас я ее глубже раскрою. Вы когда меня слушаете, прям повторяйте, что вам можно. Прям, знаете, как на личной силе моей прекрасной, да, и на ваших намерениях это работает. Давайте без вот этого состояния тревоги там, или вас за это накажут. Потому что мне такое вот это не надо, знаете, ответственность брать. А вот если вы действительно готовы понять, что вам можно, ну да, прям повторяйте, мне можно. Так, рыцарь Пентакли, давайте, что у нас медленно двигается? Понятно. Давайте так. Мне можно ускорить процессы, которые связаны с моей личной жизнью. Да? Мне можно изменить отношение к отношениям, да, к партнерам в частности. А к моему прошлому опыту мне можно, да, потому что карта смерти – это момент трансформации. Мне можно выйти из отношений, которые не приносят радость, да? Или мне можно пойти в новые отношения полноценные. Сейчас посмотрю относительно чего. Просто вы мне кубки сразу вывалили, поэтому я, конечно, вам говорю про отношения. Да? Мне действительно можно отказаться в отношениях просто вот от ощущения, что вот не знаю, мы, может быть, 2 ребенка, или он там, знаешь, там паж Пентаклей. Мне можно перестать проходить уроки на отношения одни и те же. Да? Сейчас посмотрю относительно чего должна быть трансформация. Что должно уйти из вашей жизни, да, с приходом там нового витка колеса года, условно, да, что вот, мы должны на самом деле снять запреты. Посмотри, какая интересная двойка мечей. Те же запреты, да? У тебя, скорее всего, был какой-то запрет на то, чтобы какая-то новая энергия влилась в твою жизнь, да? А может быть, это было, знаешь, ощущение, что я достойна только, ну, вот, как сказать-то? Я не могу сказать, что недостойный мужчина по пажу Пентаклей. Нет, имеется в виду, что мне пора уже выходить в состояние, когда я не про свой недораскрытый потенциал, а про раскрытый потенциал. И, соответственно, когда я раскрыла потенциал, когда я поняла, кто я, соответственно, тогда то окружение, которое рядом со мной, оно тоже такое, кто себя понял, кто себя узнал, кто себя раскрыл. Вот. И тогда вот эти пажи Пентаклей, да, то есть вот мне уже это все неинтересно. Ну, неинтересно, я уже поиграла в это все. Ой, нет, не хочу, да? Никому ничего не доказываю, никого не ращу, все. Что еще должно по смерти уйти вообще, да? Что еще по смерти? Да, пятерка мечей – это внутренняя война относительно чего? Да, наверное, знаете про то, вот мы когда встречаем человека, а он энергетически не тянет, или физически не тянет, или не тянет по пентакликам, мы начинаем что делать? Либо его растить, либо просто вне себя злиться. Почему? Потому что он нам мало дает. Так мы детей выбираем, да? И здесь на самом деле можно отказаться от конфликта, да, когда я натягиваю сову на глобус, когда я действительно в людях вижу больше потенциала, чем они себя представляют. Я очень сильно огорчаюсь по этому поводу, потому что я же в тебе видела потенциал. Но какого черта ты его не раскрыла? Я же столько внимания, энергии туда потратила. И вам можно сейчас уже выходить из вот этих отношений. Давайте я вот это вот сейчас просто уберу все. И вот смотрите, все, у вас обнуление и карта смерти, да? Все, то есть мы это обнулили, мы от этого ушли. И к чему мы должны прийти вообще? К чему должны прийти? Посмотри, какое мощное ощущение обнуления. Все, перезагрузка, да, перезагрузка. Полностью перезагрузка, полностью перепрошивка, полностью обновление программного обеспечения должно прийти в твою жизнь. Мне можно что-то впустить на уровень тела, что я до сих пор не могу впустить. Я где-то торможу сама себя, да? Я где-то торможу сама себя, да? Мне можно отказаться больше не прилагать усилий, никого не воспитывать, никому не занимать деньги, там, никому ничего не оплачивать, не кредитовать ни морально, ни там, физически, да, короче, мне больше можно не сливать туда жизненную энергию, да? По четверке мечей.
Как сильно тело боится расширения, да? Как сильно тело боится расширения. Что такое расширение? Да когда мы готовы впустить что-то новое. Посмотрите, ну смотри, здесь не готовы, потому что 4 мечей, 4 пентаклей. Тело сопротивляется росту. И бывает такое, что вроде как вот надо что-то уже поменять, да, надо что-то впустить, вот, или выпустить, да, либо впустить, либо выпустить. И мы вроде эти энергии принимаем, да, но мы не расширяемся энергетически, мы расширяемся вширь, то есть мы набираем вес, мы набираем объем, набираем воду. Почему? Потому что мы хотим заполнить пространство. На самом деле нифига мы не хотим, потому что мы как будто сами не понимаем, что мы энергетически мощны. Когда мы это не понимаем, почему случается так, что мы не понимаем, что мы энергетически мощны? Потому что мы что-то закрутили, а у нас результата нет. Да? А у нас результат, нам кажется, да я ничего не умею, да не получается, да желания у меня не сбываются, да я деньги не могу там притянуть, или партнеров, или еще что-то. И тем самым мы делаем себя очень маленькими энергетически. Мы очень боимся высовываться, там, высвечиваться и так далее. Знаете, вот сейчас вот модная тема относительно проявленности, мне кажется, я знаю просто от до, потому что я несколько лет просто уже рассказываю, показываю, как проявляться. До того, знаете, как это уже стало мейнстримом. Здесь вот как раз, да, вот момент проявления. Как вы хотите проявляться? Да? Как вы хотите проявляться? Страх проявленности, видим какой, да? Как вы хотите проявляться? Я мало того, что хочу проявляться сейчас в моменте, на хайпе, словить это все, чтобы все сказали, там, еду по улице, и сказали, ой, какая звезда. Нет, я хочу проявляться на перспективу, да, я хочу действительно, чтобы мои идеи освещали мой путь, да, мой бизнес развивался, потому что в 3 жезлов я хочу проявляться в бизнес-среде. Это всегда бизнесовая карта. Я хочу создавать что-то интересное, возможно, инновационное, возможно, что-то крутое. Может быть, это handmade, да? Может быть, это какое-то, не знаю, что-то вы там магические какие-то там атрибуты там создаете. Может быть, это одежда, еще что-то. Но это именно какая-то бизнес-история, понимаете? Я там хочу проявляться. У меня есть идея, мне есть что показать миру. Мне можно. Мне можно. Но 8 мечей. Вот сейчас пока еще нужно одобрение, да, сейчас нужна еще какая-то, возможно, критика, но при этом критики вы боитесь, да, потому что у вас ассоциация к критике, что она не открывает вам пути, она как раз вас перекрывает, потому что вас всегда критика перекрывала, вы слишком болезненно ее воспринимаете, не делаете выводы, а слишком рефлексируете по этому поводу, да, потому что сами для себя либо не видите конструктива, либо, опять же, вот мы сами в позиции ребенка, поэтому пажики нам подсвечиваются. Нам проще обидеться, да, чем принять грамотное, важное решение. Это должно уходить из нашей жизни, да. Что будет приходить? Да вот это ощущение самодостаточности. Сейчас проговорить фразу «я самодостаточна». Я сама себе достаток, да? Мне достаточно. И как вы себя чувствуете? Есть ощущение, что вы действительно можете почувствовать вот эту энергию заземления. Если есть возможность стать прям на пол сейчас, а босыми ногами вообще круто. А если еще, допустим, раскидать землю из горшка цветочного и потоптаться, вообще круто. Я прям на фразе вот «мне достаточно, я самодостаточна». Вот, с одной стороны, это, конечно, да, странные техники, но это вполне рабочая история с точки зрения психологии, психосоматики, магии, да как хотите вообще. Почему? Потому что не хватает заземления. Вы как будто не доверяете действительно, как сказать, корням, да, то, откуда вы растете, понимаете, окружению вашему, вот вы не доверяете, потому что в первую очередь вы видите подвох. Пора выходить из тени, да, пора заявлять о себе, пора идти в состояние проявленности. Где ваша звезда? Можно же, можно светить. Давайте так, чего от вас сейчас ждет мир? Что мир готов вам разрешить? Да достаточно давно ждет, просто вам почему-то по пажу мечей вот с вами наблюдает, да? Вот, но вам почему-то кажется, да, что наблюдает с каким-то подвохом, может быть, да, чтобы вам подножку какую-то подставить, да, чтобы... То есть мир вам сейчас, знаешь, как подсвечивает людей, которые убивают вашу веру в себя, в свою звезду, в свой успех, понимаете?
А здесь просто немножко нужно поменять отношения, да, без вот этого ощущения настороженности. А в том плане, что мне нравится то, что я делаю. И это значит, это обязательно найдет отклик. Найдет отклик. Потому что, по сути, смотрите, что происходит. Вот вы окружаете себя людьми, которые видят ваш потенциал, но не говорят вам про него, потому что они очень боятся, что вы раскроетесь. Их это пугает, потому что они эту силу в вас чувствуют. И пора себе разрешить. Пора себе разрешить раскрыться. Что мир готов вам дать? Воздастся вам по делам вашим, да, 6 пентаклей, карта ценности. Мир действительно готов вам дать проявления, да, и какие-то очень интересные проявления уже в построении системы, потому что король мечей наставника вам готовы дать, понимаете? Для кого-то инвестора, кстати, если вам это важно. Мир готов вам дать и проявить как человеческую фигуру. Потому что вполне возможно, что вы такие классные, что есть люди, которые хотят дать вам денег. И мир вам хочет это показать. Или которые деньгами хотят показать ценность того, что вы там делаете или собираетесь делать. И вот когда мы выходим из вот этих вот энергий, да, обиженных вот этих пожовых, посмотрите, как у нас сразу разворачивается наша взрослая позиция, расцветает творчество, да, и мир прям тебе говорит, можно. И император, и туз пентаклей. И это уже в зависимости от того, как ты будешь трактовать, да. Либо это действительно отношения, и это те отношения, которые тебе нужны с обратной связью, либо ты сама или сам становишься вот этим императором, и сам уже непосредственно регулируешь ценность, сам, понимаешь, сам для себя. И вот еще карта Солнца на дне колоды, вот я и буду в финале, да, Солнце, белая карта. Ну реально же все же зависит от отношения, да, к себе в первую очередь. Солнце, белая карта, дороги открыты. Вот тебе еще иерофант, пожалуйста, вот тебе жрица. Смотри, какие мощные карты на дне колоды, которые говорят о том, что все в твоих руках, абсолютно. Никаких палок в колеса, если ты в себе сам их не вставляешь, да, вот по 4 пентаклей, когда ты пытаешься все это спрятать, потому что когда-то это попало, да, в плохие руки, твои артефакты. А это просто про то, что, скорее всего, не было готовности, чтобы то, что ты делаешь, попало в хорошие руки. Потому что не было уверенности в том, что то, что ты делаешь, это хорошо. А сейчас тебе говорят, что пора разрешить уверенность в этом. Вот такая интересная позиция у нас с тобой случилась. Что тебе можно? Вдохновляющее, мотивационное, советую переслушивать даже немножко как расклад мантру, потому что заложила туда большое количество, ну не то, что там личной силы, а силы как раз взаймы для вас взяла от эгрегора. Просто вытащить вас из состояния 4 кубков, 5 кубков, вот в королеву пентаклей. Поэтому пользуйтесь возможностями, потому что они бывают как бы не каждый раз. Да, сегодня для вас, а завтра для кого-то другого. Все, с вами была я, ваша нейроведьма.